Приветствую вас, дорогие друзья и гости канала Ева Оракул. Сегодня мы будем с вами, неважно у вас утро, вечер и день, у меня, например, 6 утра, я не знаю, здесь в Варшаве просыпаюсь очень рано, потому что уже в 4 часа, в 4 утра, как будто бы ясный день. Предлагаю сегодня за чашечкой чая сделать, знаете, такое чаепитие, разговор по душам, такой девчачий. Вот у меня, знаете, вот такой пришло, как будто вот хочется излить душу, иногда поговорить с кем-то по душам. Вот, возможно, у вас нету человека, с которым вы могли бы вот так вот откровенно поговорить по душам. Сегодня через колоду Таро «Золотое колесо жизни». Вот, кстати, интересно, сегодня это тоже вот колода, она попросилась тоже выйти теперь в свет. Эта колода у меня очень давно, но это очень известная колода. Вот, славянские здесь сюжеты. Вот, эту колоду я использовала только на личных раскладах и для себя. Вот, но она попросилась тоже на канал. Все колоды, которые были только мои, теперь они просятся быть и вашими тоже. В общем, заваривайте себе чашечку чая. У меня здесь зеленого чашечка чая, 6 утра. Варшава. По-прежнему этот великолепный, реконструированный великолепным художником, архитектором Белота отель, место, в котором, скажем так, что-то было разрушено и получило вторую жизнь. Ну, в общем, а сегодня разговор по душам. Будет один сегодня разговор, один расклад, один вариант для всех, не будет без вариантов, потому что это вот очень интимный сегодня будет разговор по душам. Расслабимся. У меня, кстати, 6 утра. Я просыпаюсь здесь почему-то в Варшаве в 4:30, в 5. Все еще закрыта жизнь, еще никакая не идет, но здесь уже, знаете, эти белые ночи, здесь уже в 5 утра, в 4 утра практически полдень. Не знаю, как можно спать. Вот, интересно, что там у нас идет. Ну, ой, не знаю, какие-то все-таки сейчас, видите, событийные какие-то уже идут, какие-то просится расклад начать. Все, начинаем расклад. Начинаем расклад. Ваша жизнь. О чем вы хотите рассказать, поделиться, поплакаться. И самое главное, мы посмотрим, как поворачивается колесо вашей жизни. То есть сейчас вот однозначно колесо вашей жизни оборачивается. Поэтому я взяла шестерка кубков, поэтому я взяла именно эту колоду. Вот сейчас, вот понимаете, вот такой вот у нас с вами будет сегодня расклад. Разговор по душам, такой, знаете, девчачьи посиделки. Сложно настроиться, знаете, вот, наверное, как любые разговоры вот такие на какие-то сложные темы обычно, они начинаются издалека, с каких-то повседневных вещей, а потом все идет на самые глубокие, знаете, вот эти посиделки на кухне. Да. Двойка пентаклей. Здесь у меня, кстати, колода, это польская колода. Она у меня еще, она у меня, здесь это двойка монет, да, двойка пентаклей. И здесь, ой, подождите, почему двойка? Я, вот видите, я еще не проснулась. Здесь четверка пентаклей, и она, понимаете, говорит о том, что вы очень зрелый человек, и даже если вот такие вот разговоры, посиделки на кухне, которые у нас сегодня с вами будут, вы думаете, что вы говорите, вы не жалуетесь, вы не будете кого-то обвинять, вы просто рассказываете, знаете, вот свою историю жизни, вы хотите поделиться, вот какая была любовь, какие были истории, вот вам есть что рассказать, понимаете, вот на тему любви, на тему отношений, у вас огромный опыт. То есть вы, в принципе, если с вами сесть за чашечку кофе, за чашечку чая, вот знаете, где-нибудь или в кафе, или на кухне, или вот просто посидеть такое чаепитие девчачье устроить по душам, ой, вы расскажете историй. Вы можете рассказать, и причем вот мне идет вот сразу же, мне шло, что вы не будете это, понимаете, вот все время идут пентакли, тройка пентаклей, четверка пентаклей, понимаете, вы не будете никогда, вы не будете это рассказывать из позиции жертвы, из позиции «меня обидели», вы будете рассказывать это с позиции силы, из позиции опыта, понимаете. Вы будете рассказывать о каких-то своих потерях и печали, понимаете, но вы все равно после этого, понимаете, вот, ну как сказать, вы рассказываете историю своей жизни из сильной позиции, из человека непобежденного, из человека, который извлек опыт, который наполнился, который, ну, только настолько обогатился. Вот вы можете сидеть, вот вы такой человек, вот я смотрю, вот понимаете, вы, если придете куда-то там, не знаю, за чашкой кофе, посиделки вот на вашей на кухне, вот вы можете, если вы начнете рассказывать историю,
все, понимаете, все будут слушать, и добавить нечего, потому что у вас такой калейдоскоп жизни, такие у вас истории, такие взлеты и падения, понимаете? Пятерка жезлов. Такие были перипетии, такие были непростые дуэли с людьми, потому что мне идут именно, знаешь, вот у кого-то была даже борьба за мужчину, ну, в каком-то таком переносном смысле, да, то есть какие-то были интриги, какие-то были вот такие вот ситуации, какие-то были предательства, какие-то были несправедливости. Вот это было на тот момент, так вами ощущалось, в тот момент, когда вы проживали. Сейчас-то вы смотрите уже все, понимаете, свысока, и вы уже понимаете, как бы, понимаете, вот это все, эти разбитые сердца, разбитые эмоции, что они были, ну, как бы не просто так, понимаете, что все это было вашим уроком по судьбе, и вы стали, ну, как бы очень сильным человеком, понимаете? Вы стали очень-очень, ну, вы как и жар-птица. Вот сегодня пришла на расклад жар-птица, женщина, которая как павлин может распустить свои крылья и показать всю красоту своего опыта. Так, ну что, поэтому у нас сегодня вот такой вот мир, круг, где собрались женщины абсолютно разные, и вы проживали разные циклы своей жизни, бывали сложные темные времена, бывали времена подъема, бывали переходные периоды, вы знаете, взлеты и падения, и вот вам хочется об этом вот рассказать мне, вы хотите поделиться. И вы знаете, вот от вас идет такая энергия, что как будто бы вы хотите, чтобы я как будто бы вот сказала, да, я как бы, ну, поддержать, вот как бы я тебя так понимаю, как тебе было в тот момент непросто, понимаете, пятерка монет. Вот, понимаете, вы хотите получить, вот что кто-то человек, который проживал что-то подобное, сказал вам, ну, как я тебя понимаю, потому что кому вы не рассказываете, возможно, вы не видите отклика, понимаете, в глазах, в сердцах людей. Люди как будто бы слушают, как они слушают какую-то историю, сериал или фильм, понимаете, а вам хочется, чтобы вас услышал человек, понимаете, вот который мог разделить и понять, как это, какая боль, какие сложности, какие перипетии жизни вы прожили, какие взлеты и падения, понимаете, это же не то, что прожаловаться, а просто о том, какая у вас интересная, так, микрофон, какая у вас интересная была, непростая жизнь, и какие потери бы переживали, и после этого спряли все равно, понимаете, в желтом, в свете. Вот темнота оставалась позади, и даже эти потери, понимаете, они тоже в свет вы как бы превращали. И вот я смотрю, что вот даже если кому-то, понимаете, почему вот вы хотите со мной поговорить об этом? Почему вы хотите со мной поговорить об этом? Потому что вы понимаете, что я тот человек, который вас пойму. Ну вот вы вышли на этот расклад, да? Вы хотите рассказать свою историю. Сегодня как-то так оно идет. Не знаю, почему так. Возможно, как будто бы, знаете, вот такое ощущение, что вы давно не выговаривались, или голубь прилетел, и хотели кому-то рассказать. Ну, вы понимаете, что, ну, вот кому вообще это расскажешь? Кто вообще может понять меня? Понимаете? Вот это два. Поэтому вам бы хотелось бы найти, конечно, такого человека, и непонятно, кому рассказать. Так вот, вы решили поговорить со мной сегодня на раскладе, рассказать о вашей судьбе. Да, потому что, кстати, видимо, совсем недавно девятка, да, девятка мечей. Совсем недавно, кстати, это вот, знаете, свежие события. Почему это такая, знаете, это вот как будто бы вот что-то было последней каплей, как будто бы уже давно были какие-то ситуации, которые вас, как бы, знаете, вот уже расстраивали, да, ну вот кто-то что-то сказал, какое-то слово, какое-то действие, оно было, знаете, вот как будто бы последней каплей для вас. И вот у вас сейчас такое состояние, вы смотрите на этот расклад, что вы хотите рассказать мне об этом. Если что, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я читаю все комментарии. Сегодня пусть, понимаете, в комментариях все делитесь историями, понимаете, это нормально, потому что у нас тут совершенно такой безопасный, у меня в комментариях женский круг. Абсолютная поддержка, абсолютное понимание, абсолютная безусловная любовь, понимаете, к людям, которые проходят то же самое, которые проходят путь от тьмы к свету, которые переживают, понимаете, определенные, ну, скажем так, битвы своей жизни, да, в которых они часто остаются как бы одни, как бы, знаете, вот один в поле не воин, говорят, да, но нет, в вашем случае вы не то, что, как бы, понимаете, один в поле не воин, вы вообще по жизни вот шли как один воин, вам пришлось даже вот мне почему-то идет из потока, что вот, понимаете, вот даже те люди, которые, по сути, должны были вас защищать, да и те люди сами были в таком же плачевном положении. То есть вам даже этой защиты, поддержки неоткуда было взять.
Да. И десятка мечей выходит, слушайте. Понимаете, вот какие-то у вас были, ну, очень тяжелые, понимаете, ситуации, в которых вы оставались абсолютно одна. Вы когда начинаете кому-то рассказывать свою ситуацию, вы просто рассказываете, скажем так, какой-то вот, я вижу вот, и вы мне рассказываете, почему вот я говорю, что вы мне рассказываете, потому что вы другим людям или рассказывали, или пытались, и сейчас я смотрю, в какой-то момент вы вообще перестали кому-то что-то рассказывать, потому что понимание, поддержки, какого-то ощущения, что человек хотя бы на 10-ю долю, понимаете, десятка, человек хотя бы на 10-ю долю понимает, о чем вы говорите, тот, понимаете, вот цену, которую вы заплатили, тот вклад, который вы сделали в жизнь, в отношения, неважно, о чем я говорю, это может касаться карьеры, любых сфер. Но сам факт, что это было для вас, понимаете, вот, ну, практически, знаете, подумал, вот это было вот на грани жизни и смерти, настолько было для вас это болезненно, как вы пережили ситуацию, которая у вас была, понимаете? И вам так хочется поделиться, потому что как будто вы знаете, вот вам почему захотелось выгореться, знаете, вот чтобы выговориться вот сейчас вот на раскладе и двинуться вперед, потому что у вас сейчас колесо жизни меняется, понимаете? Вы уже садитесь на свой трон жизни, когда вы хотите благополучия, стабильности, вы хотите вот этого ощущения, понимаете? Вот он даже, видите, здесь жизнь, колесо. Вот и солнце сегодня встало, чистейшее просто небо. Посмотрите, вчера был дождь, я промокла. Посмотрите, сегодня чистое небо, солнце, 6 утра, и такой прям уже там такой движ, понимаете, вот движ, я же говорю, движ, у вас уже тоже начинается движ, солнце встает, вот эти темные времена, они уже заканчиваются, но вам как будто бы хочется, знаете, вот кому-то рассказать, чтобы все это выбросить, чтобы из себя как будто бы это уже вытрусить, понимаете, вот выговориться, вот вам хочется выговориться, рассказать, что было, чтобы оно осталось в прошлом, чтобы, вот, знаете, вы переживали, вы вот шел процесс, знаете, вот как сказать, какой-то внутренней трансформации, осознания и так далее. Но как будто бы это ни с кем было не проговорено. Вот, я теперь поняла. И вам хочется это выговорить, проговориться, чтобы уже совсем оставить это навсегда. Причем это даже может быть касаться событий, которые произошли там 5, 10, 15 лет назад. Это что-то, знаете, такое, вот не все события, которые вы знаете, вот я же говорю, просто недавно что-то произошло, как последняя капля, и оно начало вам напоминать о тех событиях, возможно, которые даже происходили в вашей юности или совсем как бы очень-очень давно, какие-то, может быть, отношения бывшие или даже какие-то первые отношения влюбленности, где вам ранили сердце, вот почему-то мне идет, сейчас посмотрим, да, однозначно, понимаете, ну, то есть какая-то была ситуация, реально вы, потому что были молода, еще не могли какую-то ситуацию вынести, у вас были глаза, понимаете, здесь вот именно на этой колоде вот глаза у нее завязаны, и как бы, ну, равновесие очень сложно удержать, потому что вы были молодая, юная, понимаете, только рассвет жизни, но вы, ну, как сказать, еще не можете, ну, как бы сопротивляться в хорошем смысле, справляться с тем, что происходит. Вы понимаете, вот как интересно. Вот. И поэтому вы очень хотите мне об этом рассказать. Ваша душа, вот прям, вы знаете, вот вы даже вот у меня идет такой вспять такое, ну подожди, Ева, ну послушай, ну вот смотри, вот он сделал так, он сказал так, или вот это было так, ну вот представляешь, то есть вы не хотите пожаловаться, вы хотите вот через это представляешь, или просто вот рассказать, ну вот как это было, как я вообще это прожила, как это, понимаете, вот как я это все, как с этим справилась опять одна, понимаете? Сколько вот колес жизни поворачивалось, сколько было ситуаций, и с каждой ситуацией вы справлялись, и вы справлялись одна. Не было ни помощников, ни поддержки, вот не было, понимаете, людей, которые могли бы вот сесть и вместе с вами молоточком как бы вам помочь, понимаете? Вы даже за других делали эту работу, понимаете? Рыцарь мечей. Вы, вот первопроходец, вы за других делали эту работу, понимаете? Вот как будто бы, знаете, вот проживала группа людей какую-то ситуацию, то есть или в отношениях, или в семье, на работе, неважно. Но всем как гусь и вода. Все даже ничего, люди даже не понимали, что они творят. Творили жуткие вещи, делали какие-то непонятные вещи, но они не понимали. А вы понимали, и вы хотели, как бы, знаете, вот через эту тьму, понимаете, к свету справедливости выйти, понимаете? Вы чувствовали, где справедливости, где нет, понимаете? А люди в основном жили вот в таком состоянии, погруженном в воду, в путину, понимаете, по состоянию, по повешенному жили, вот в состоянии, вот они до сих пор так живут, кстати. Вот вы благодаря вот этому чувству справедливости, понимания, как оно должно быть, какие законы Вселенной, какие законы мира, вы вообще выходите, понимаете, по колесу, золотое колесо судьбы. Вот понимаете, вот у меня сегодня
даже вот я проснулась, это, понимаете, вот это такое вот во всем мире, вот в других там странах, даже где я живу, это еще даже рассвет не начался. А здесь уже вот середина дня, разгар дня, понимаете, уже как будто бы полдень. Все, уже как бы вы, это настолько позади, понимаете, вы опережаете время. Вот вы сейчас опережаете время. Вы вырвались вперед из этого. Но, понимаете, ну рассказать, блин, ну рассказать же надо, как было сложно. Вот я не знаю, вот вы прям мне, понимаете, чаю. То есть это тот разговор по душам на кухне, когда ты налил чаю, но чаю даже не глотнул, он остыл, понимаете? Вот этот вот разговор, потому что столько надо рассказать. Ну, Ева, ну ты подожди, ну вот сейчас, ну подожди, ну ты послушай. Вот мне говорите. Дергаете меня такие за рукав, ну подожди, понимаете, ну подожди, подожди. Ну, чтобы я не рассказывала свою историю, в том смысле, что вам нужно рассказать свою, выговориться нужно, выплеснуть все, понимаете? Поделиться о том, а, да, интересно. Так, а что у нас здесь выходит, понимаете? Вот, да. Сейчас вам расскажу. Значит, тройка кубков и и семерка кубков. Интересно, сейчас посмотрим. Так вот, вы понимаете, я же говорю, что у вас было столько эмоций, вы сидели в одиночестве, понимаете, плакучая ива. А вот эта плакучая ива, понимаете, единственная, кто мог вас выслушать. Пустые стены, подушка, дерево, сад, природа могли вас выслушать, понимаете? Но вам так хочется, чтобы вас поняла такая же женщина, как вы, чтобы вас понял человек, который проходил подобные сложности, понимаете? Ну вот я вам пример могу вот даже про себя сказать. Вы знаете, вот я человек, который поменял 6 стран, да. Ну вот как много людей могут меня понять, если человек, допустим, вот там, где он, в том городе, где он, например, рос, да, и жил, и прожил всю жизнь, как я могу ему рассказать, через что мне приходилось проходить, какие у меня были там ситуации, да. Ну я именно про вот, допустим, про иммиграцию, если взять иммиграцию, да. То есть сейчас очень много людей по миру, почему-то я об этом заговорила. Возможно, из этих ситуаций, которые произошли, возможно, вам, знаете, вот приходилось начинать новую жизнь, понимаете, вот себя как будто бы заново возрождать, переезжать куда-то. Почему-то я заговорила про себя, про миграцию, про переезды, понимаете? Потому что вот у вас была большая смена циклов. Даже если вы никуда не переезжали, но внутри вот как бы вашей жизни были какие-то большие смены, понимаете? Они ощущались как большие смены циклов. И я просто сейчас почему привела про это. То есть вы можете, то есть я не могу ни с кем поговорить про иммиграцию, сложности про этого, при приезде и так далее, какие от этого огромные плюсы, какая-то огромная радость, какое-то огромное счастье, какие-то огромные сложности, да, я не могу поговорить с человеком, который это не переживал. Вот, он не поймет до конца, понимаете? Вот точно так же и вы хотите рассказать, понимаете, вот какие это были усилия, какие были, ну, скажем так, какие это были действия, какие это были, знаете, вот какие эти вот первые шаги, каждый вот этот первый шаг, каким был непростым для вас, понимаете? И хочется, чтобы был человек, который смог разделить, понять, оценить и понять, вот знаете, какие это были вложения, какие это были, сколько вы сердца своего вложили, понимаете, сколько, как сказать, сколько вот за это счастье, за какое-то, за каждую капельку счастья, за большое счастье особенно, сколько вам приходилось, скажем так, слово идет. Вот мне слово вкладываться нет, а как будто вот действительно вот слово нянчить правильно, здесь вот вышла эта карта, я не могу понять, что вот она мне идет. То есть как ребенка растят, ты долго вкладываешь свою жизненную энергию, свои силы, вот да, вкладываться пусть будет, да, или какое-то слово, вы поняли. Вот вы выкармливали буквально вот события своей жизни как бы своими соками, вот как-то так идет. Ой, дорогие мои. Понимаете, сегодня расклад, который, не знаю, может быть, его нужно сделать на 2 или 3 часа, потому что вам столько всего мне нужно рассказать. Давайте еще посмотрим, что еще вы хотите мне рассказать. И какое колесо жизни, как оно вращается, куда оно вас ведет. Ну, вы понимаете, оно ведет вас, и что вы хотите рассказать, конечно, вы хотите поговорить про мужчину. Да, вы хотите поговорить про мужчину, семерка пентаклей, вы хотите проговорить про то, ну, какие были там непростые ситуации, как вам пришлось поработать в отношениях, какие были вопросы, какие были, ну, скажем так, сколько труда вы в это вложили вообще, вот в определенного мужчину, сколько вы вложили вообще своих жизненных сил,
как я люблю короля мечей на других разных колодах, но вот именно на этой колоде это был достаточно жесткий человек, который обошелся с вами достаточно беспощадно. Вы видели в нем действительно того мужчину, который вас делает счастливой, но это был сценарий, вот это вам не хотите рассказать про вот этого мужчину. Вот это вы про него можете, вот это сейчас можно поставить этот расклад на паузу, 2 часа, будем говорить только о нем, понимаете? Вот каким он был, вот понимаете, вот именно почему-то на этой колоде, это вот даже вот вы видите здесь, у него золотые только носочки, какие-то кусочки. То есть это вот, знаете, как будто бы был мужчина. Вроде он преподносил себя серьезным, таким крутым, каким-то таким мужественным, каким-то таким серьезным. На самом деле был очень инфантильным в глубине души. Вот он даже как-то на этой колоде, вот как-то меч он держит, не уверенно, как ребенок держит, понимаете, вот копье. Вот мне почему-то идет, что вот хотя это король мечей, вы можете трактовать это как угодно, потому что я читаю карты из потока и все, что мне идет в контексте, да, но именно здесь, именно на этой колоде вы смотрели на него как на взрослого, серьезного мужчину, а потом он оказался инфантильным, неспособным любить и каким-то, знаете, вот как будто бы детская какая-то позиция оттуда пошла от него, понимаете? Ну, не серьезно, не склеишь, понимаете, вот не склеишь, понимаете, с ним это, кашу не сваришь. Кашу не сваришь. Дальше поехали. И поэтому, конечно, после того, что произошло, вы переоценили немножечко вообще понятие счастья, близости, отношений. Понимаете, вы поняли, что вам очень важно изобилие, стабильность. Вам нужен человек, вот понимаете, который вам друг. Вот здесь даже, видите, собака есть у них. Даже такой вот волк, понимаете. Ну, вот мне оно идет, понимаете, что вы поняли, насколько важно, чтобы человек не рисовался, не что-то из себя строил, не что-то в нем видеть такое нереальное, а вам нужен человек, вот партнер, такие глубокие, близкие отношения, такой же человек, как вы, понимаете, который не про казаться, а про быть, вот, понимаете. Конкретно сейчас конкретное предложение, конкретные действия, конкретная история, понимаете. Не мы что-то ждем, не договариваем, понимаете. То есть вот такое было ощущение, что вот он был все-таки еще, знаете, таким вот немножко таким, вот это не зря вышел Паш, понимаете, этих пентаклей. То есть он был еще немножко таким в детской позиции был мужчина. А вы вот это все посмотрели, и вы поняли, что, конечно, надо, чтобы мы оба были, понимаете, у каждого здесь по монетке. И между ними, понимаете, вот это вот ощущение, которое их объединяет, именно вот дружбы, да, то есть именно близости такой, понимаете, понимания друг друга. Вот, поэтому у вас, благодаря той истории, которую вы можете мне сейчас здесь рассказывать на 2 часа о каком-то мужчине, понимаете, из прошлого, потому что там чувства просто были через край. То есть вы испытывали к этому человеку огромные чувства. А он сидел вот так вот, понимаете, немножечко в развалочку и упивался вашими чувствами, понимаете? Наслаждался, какая вы женщина, любвеобильная, нежная. То есть он это так в развалочку принимал это как должное, вот мне почему-то идет. Вот, и поэтому, конечно, вы хотите выговориться, рассказать, поделиться, чтобы вас кто-то как вот с материнской любовью, знаешь, как будто бы пожалел. Поэтому сегодня на расклад вы пришли мне поговорить, рассказать, понимаете? Ну, опять выходит эта карта, потому что, ну вот, вы опять мне говорите, опять мне хотите рассказать про свою какую-то тяжелую историю, понимаете? Напишите в комментариях, приходите на консультацию, я вас послушаю. Я могу даже провести вам консультацию. Обычно консультация говорю только я. Могу вам устроить консультацию, где будете говорить только вы. А я буду вас слушать, и я буду, знаете, вот таким вот вашим... Я буду на вашей стороне, я буду, как сказать, болеть за вас, понимаете? С позитивной, со светлой точки зрения. Вот. Поэтому, понимаете, вот вы сейчас хотите, чтобы был король жезлов, понимаете? Вот мужчина, который не ножки скрещивает, а мужчина, который уже стал плотно на ноги, который, понимаете, и он к вам идет. То есть этот мужчина, понимаете, уже мы смотрим колесо жизни, понимаете, оно уже поворачивается. Я вам сейчас подтверждение вытащу карты, да, чтобы вы поняли, да. Сейчас я вам вытащу, подождите, перемешаю карты. Сразу маг выходит. Сейчас я перемешаю. Вот я сейчас вам просто, мне что идет из потока, я сейчас тут же буду вытаскивать карты, понимаете, вам это все проговаривать. Значит, у нас вышел король пентаклей, и тут же выходит маг. То есть это будет мужчина, понимаете, вот он уже идет, уже эта магия жизни уже, ну, как бы
все происходит, сейчас уже все происходит, это колесо уже вертится. Я же говорю, что просто это не то, что мы ковыряемся в прошлом, это просто, знаете, вот просто вот как будто бы накопилось, хочется излить душу, отбросить последнее, как змея хвост, и пойти вперед, как ящерица, вот, отбросить этот хвост и просто побежать, понимаете? Побежать вперед. Вот просто вот последние штрихи доделать, да что-то высказать, да что-то для себя осознать. М, Даже как будто бы говоря об этих людях, об этой истории, как будто бы поставить последнюю точку, понимаете? И пойти вперед уже, как бы, понимаете, вот это, вот так вот, все. И даже вот, понимаете, может быть, это даже будет больно в какой-то момент. Непросто. Непросто это будет. Вот это начало этой новой жизни, вот то, что сейчас поворачивается колесо фортуны, это очень непросто. Понимаете, с тем опытом, с теми воспоминаниями. Это непросто. Но давайте поговорим про короля, потому что идет все-таки король жезлов, и он идет в статусе мага, то есть это мужчина, который уже, скажем так, понимаете, не вот не паш, это уже мужчина, который понял жизнь, у которого есть жизненный опыт, у которого есть уже духовный, то есть он даже, вот мне идет, что вот этот мужчина, понимаете, вот этот вот мужчина, он уже родился, понимаете, мальчиком не инфантильным, и его вырастили, и так как он родился, появился мужчиной, посмотрите, как он классный, вот это вот, понимаете, вот то, что у вас было, вот эти, понимаете, король мечей, меч он там держит свой, понимаете, вот это вроде на трон сел, его даже меч не может свой удержать. Понимаете, вот он такой инфантильный был, понимаете, во всех смыслах, понимаете. Вроде положиться, вроде как бы идем вместе, а положиться нельзя. Вроде что-то обещают, а что конкретно. То есть какое-то все вот такое, знаете, хлипенькое было. Но понимаете, здесь все, видите, какая уверенность, сила, человек, который тоже творит свою реальность. И вот видите, какой мужчина, вот он прям, ну он прям герой, понимаете, герой сказок. Он уверен, у него ноги стоят плотно на земле, у него вокруг уже есть ощущение стабильности. Вам есть что предложить в этой жизни, куда вас позвать, в какую квартиру, куда жить, в какой дом, там, не знаю, что, закрыть все ваши проблемы и вопросы. То есть человек, который уже как бы совершенно уверенно стоит на ногах, понимаете, и у него есть какое-то свое дело жизни. То есть человек, понимаете, не вот это там рассказать там, это слово мне почему-то идет такое, знаете, как темщики. То есть чувак, который что-то там, чувак, темщик. Вы понимаете, инфантильность. То есть что-то он там придумал, а мы сделаем то, а мы сделаем то, вот ты увидишь, у меня будет $1 000 000. Ну, что-то такое, понимаете, идет. Какие-то сказочки были. Вот, сказочник, однозначно сказочник, я не знаю. Вот, а это мужчина, понимаете, он не сказочный. Вот он сказал слово, так и будет, понимаете? Сейчас я вам подтверждение еще про этого мужчину. Он хочет, чтобы мы все про прошлое забыли. Говорим о мужчине, понимаете? Вот он хочет, чтобы теперь был разговор только о нем. Понимаете, вот заговорились мы с вами. Хотела выпить с утра горячего чайку, чтобы проснуться. Боже, 6:30 такое ощущение, что 3 часа дня уже за окном. Посмотрите, какое солнце, я вам показала. Не знаю. Я вечно просыпаюсь. То я тоже, когда была прошлым летом, я была в Норвегии, в Осло тоже, я там спала по 3 часа, потому что, ну, я даже блэкаут не помогает, потому что организм-то чувствует, что светло. Так, двойка, двойка жезлов. Двойка жезлов, понимаете? Вот интересно, приходит такая карта про мужчину, да, мы сейчас говорим, и тоже, видите, красная ленточка. То есть здесь такой, кстати, еще момент, что когда вы познакомитесь, когда в вашу жизнь войдет этот мужчина, поскольку вы уже тоже стали, понимаете, таким достаточно таким человеком уже бойким, я бы так сказала, который умеет преодолевать вопросы. У вас все-таки в начале может быть какой-то, знаете, вот еще такая притирка будет у вас, потому что здесь двойка жезлов, то есть какой-то момент сопротивления, какой-то момент подстройки, нестыковки. Знаете, вот это помните, как в детстве была присказка даже про 2 барана, да, встретились? То есть у вас, потому что он сильный, вы сильный, он тоже, видите, какой устойчивый, и вы стала. Но поскольку этот мужчина выходит именно в магии, понимаете, здесь все вот эти вот вопросы будут решаться не избеганием, а скорее как бы погружением в ситуацию. То есть они как бы скорее будут идти вглубь, нежели в какое-то бегство, понимаете? То есть это будет, понимаете, именно вот желание. Ну, кстати, вот почему-то здесь он выходит даже на этой колоде, видите, он такой телец. И все про пентакли. То есть какой-то вот, понимаете, мужчина, у него уже очень земное понимание жизни. Кстати, вот мы делали пару раскладов, да, что вот на расклады приходит мужчина, который достаточно устойчивый
морально устойчивы и финансово устойчивы, что очень важно, понимаете? Это то, что вам нужно. Вот после того, что история, которая у вас была, это то, что вам нужно. Да, интересно, такой прям телец. Телец прям. На каком-то у нас, на каком-то раскладе мне приходилось, что он бычара, понимаете? Вот это не бычара. Он просто в том смысле, что он бычара не бычара, а потому что он такой вот бык упорный. Вот он как локомотив. Он разогнался, и вот он пойдет до конца, понимаете? Он не там, это, на первом же скачке не соскочит, понимаете? То есть, когда будут какие-то возникать сложности, он не будет, понимаете, король кубков, он не будет спрыгивать, понимаете? Он не будет спрыгивать с этой ситуации абсолютно. Сейчас что-то мне еще шло из потока, я сбилась. Про вашу встречу, да, мы говорили? Про вашу встречу, потому что мне вот идет про вашу встречу, я же говорю, что это будет, когда вы встретитесь, оба будете немножечко такие, вот знаете, уже покоцанные, покоцанные жизнью почему-то идет. Такие, знаете, уже подбитые, но в свете, понимаете? Тьма осталась позади. Вы хотя и оба в одеялках все-таки есть, вы не стоите, знаете, голые посреди улицы. У вас уже есть одеялка, и вы так смотрите на все, что было, понимаете? Вы в золоте, что он, что вы, понимаете? Парочка такая. Людей, которые уже, знаете, жизнь побила, они жизнь уже увидели, оценили ее вообще. Какая ценность жизни, понимаете? Тройка жезлов. Понимаете, оценили вообще жизнь, оценили вообще, насколько важно идти по своему пути, насколько важно быть человеком, который с тобой. Вот то, что мы и начали. Понимаете, сегодня вся тема про человека, который тебя поймет, что тебе не нужно объяснять. Вот почему вам хочется выговориться мне. А по-хорошему вам хочется, чтобы у вас с мужчиной был такой открытый диалог, чтобы мужчина вас понимал, понимаете, чтобы было, скажем так, вот знаете, если надо объяснять, то не надо объяснять, понимаете? Вот вам не хочется объяснять, вам хочется просто рассказать. Королева жезлов, да? Вот понимаете, вот сегодня у нас король жезлов и королева жезлов, вот эта парочка, где она там ушла? И девятка монет. Ну вот понимаете, вот это вот абсолютно вы с этим мужчиной наконец-то сможете войти в свой расцвет, понимаете? То есть колесо жизни вас уже просто озолотит. У вас будет состояние, вот, кстати, вот видите, петух снова выходит здесь. Вот он почему-то, видите, вот он такой вот очень разноцветный петух. Он прям вот как у него павлиний хвост распустится. У вас распустится как павлиний хвост, понимаете? И вы будете чувствовать себя, ну вот прям девушкой очень, ну скажем так, уже избалованной, понимаете? Вот этот мужчина будет баловать, он будет вас холить или лелеять. И вы рядом с ним, хотя вы понимаете, у вас есть огромная сила, но вы будете проявлять нежность и заботу, понимаете, у вас появится такая вот мягкость изнутри будете, хотя вы уже женщина, которая, ну просто, вот понимаете, вот посмотрите на нее, то есть это женщина, которая, ну просто с гордостью, с силой преодолела все, понимаете, ну история у вас огромная, вы мне уже все рассказали сегодня, понимаете, я не могу это в слова обрести, но я просто вот расклад же не на 3 часа, правильно? Но вы бы и рассказали. Все время выходит рыцарь мечей, все время выходит какое-то движение, понимаете, вот сейчас, я же говорю, вот этот разговор, вот это колесо вот этой жизни, понимаете, колесо фортуны, оно поворачивается, когда вы выговариваетесь, когда вы об этом рассказываете. Поэтому, может быть, вам нужно написать что-то в комментариях, найти поддержку. Вот пишите в комментариях, если это единственная возможность у вас выговориться. Придите ко мне на консультацию, если хотите, выговоритесь. Найдите, не знаю, какого-то человека, который вас слышал. Поговорите с чатом GPT, расскажите. Он вот 100% будет на вашей стороне. Понимаете, вот он поддержит, поймет вас. Он вам скажет, я понимаю, как тебе было сложно. Вот вам хочется, чтобы вам кто-то это сказал, понимаете? Да, 7 кубков. Ну, сейчас, понимаете, такой, вот вы слушаете и говорите, так, окей, вариантов-то несколько, а как конкретно-то? Как конкретно-то выговориться полностью уже все-таки, да? Потому что все-таки там еще это есть, боли еще какие-то остались, понимаете, еще есть какая-то печаль, понимаете, надежда, она вот эта веточка ведет вперед, но какие-то еще расстройства есть, печали. Ну ничего, сейчас этот расклад снимет, понимаете, определенную большую такую хорошую порцию тех эмоций, которые вы сейчас вот слушаете меня, вспоминаете. Кто-то про себя
вспомня, как вам разбили сердце или как вас несправедливо с вами поступили, условно говоря, да, но мы должны всегда помнить, что мы сами, вы-то сейчас уже понимаете, что вы сами даете, да, людям роли, да, что люди лишь актеры в нашей жизни, да, и вы получаем через людей, да, мы учимся об друг друга, понимаете, вот вы обучились друг от друга, но, как сказать, царапины-то остались, понимаете, ушибы-то есть в теле, вот, поэтому... Ну, видите, вы сегодня выходили, и мужчина, король жезлов, и вы королева жезлов. Конкретные вы такие уже ребята, понимаете? Вы не хотите вот этих пустословов, понимаете, сказочников, пустословов, что не он, что вы не терпит такого, вот конкретно по делу, понимаете? Потому что у вас уже был такой опыт, понимаете, когда вот вам обещали золотые горы, горизонты, а потом вы стояли одна, понимаете? Вот вроде шли вместе с мужчиной, да, почему-то все-таки это про мужчину, или какая-то жизненная ситуация. То есть вы куда-то шли, а вас в итоге потом оставили одну. И вы были, понимаете, вы были в своем лучшем рассвете сил. Это были ваши одни из самых золотых, кстати, времен. Но вы в итоге остались у разбитого корыта, понимаете, вот просто над пропастью. А человек дальше там пошел, а вы вот вам нужно было собирать себя по кусочкам. Но это сделало, конечно, вас, понимаете, совершенно, это дало вам, ну, новый такой, знаете, вот виток жизни. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот, поэтому, конечно, колесо жизни, да, тройка монет все время выходит. Выходят, знаете, вот одни те же карты мне выходят, потому что я говорю уже по кругу сейчас. Потому что, знаете, как это обычно разговоры на кухне, тоже они все по кругу ходят, потому что вот, ну, все, вот да выговорится. На каком-то третьем кругу еще какая-то деталь вспоминается, да. А обычно человек говорит, когда такие, никто ему не говорит, ну, блин, как я тебя понимаю. И он таки еще раз рассказывает, чтобы, вот вы тогда рассказываете, чтобы все-таки, ну, кто-то услышал, сказал, слушай, блин, я тебя так понимаю. Девочки, пишите в комментариях. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Да, 7 монет, понимаете? Ну, в общем, пришло время, конечно, видите, уже сеять совершенно новые плоды. Понимаете, колесо жизни крутится, жизнь продолжается. И будет новый сезон, новый посев, новые ростки. И вот все, что там вот это клевали, все, что там завистники, сплетники, люди, которые, понимаете, вот есть люди, которые сажают, а есть люди, которые вот это ходят рядом, понимаете, вот это подсобирают. Они сами ничего не могут создать. Даже вот я человек, который, ну, как бы, я креатор, да, то есть у меня профессия такая, да, то есть это на Ютубе я автор, тоже креатор в каком-то смысле, но у меня есть другая моя профессия, да, которой я посвятила 20 лет жизни. Я креатор тоже, да, то есть я архитектор, я дизайнер пространств, и я работаю очень много у меня построек, и очень много по всему миру мест, в которых была приложена моя рука, и я это к чему рассказываю, что вы думаете, не было людей, которые бы там не пытались тебя повторить или там взять твои какие-то идеи, да, или там есть что-то уже готовое, ты создал, да, это легко очень позаимствовать, да. То есть даже те же какие-то диджитал-продукты люди друг друга, да, то есть одно дело украсть, другое дело забрать, а другое дело переосмыслить и создать что-то свое. Это совершенно разные вещи. Так вот, вы человек, который создаете. А есть люди, понимаете, которые вот они, понимаете, вы могли что-то создавать в жизни. Да, вы могли что-то создавать в жизни, понимаете, и вам это давалось очень непросто, понимаете, вы отдавали себя. А есть люди, которые могли просто, вот знаете, вот приходить и вот это собирать вот это вот все. Не знаю, о чем это конкретно идет в вашей жизни, вот мне почему-то из потока это пришло, я про себя почему-то решила рассказать. Это, не знаю почему, сейчас посмотрим почему. Но самое главное, что вот вы сейчас выговариваете, знаете, вот я сижу, и как будто вот вы так тоже сидите, так немножко вот из потока идет, что вы как бы так, это, знаете, можете на спинку так назад отвалиться, так, ну да, ну и ладно, и было, и было, понимаете, ну и было, и все, понимаете, кто-то что-то забрал, не свое, что-то, да, вот что-то вот было ваше, кто-то стало наше, да, то есть кто-то разбивал вам сердце, какие-то были потери, какие-то разочарования, было наше, как бы все, жизнь прошло, и смотрим вперед, ну ладно, и было, и дальше погнали, все, понимаете. Вы уже стали гораздо более позитивная, опытная. Вы не будете, знаете, вот если раньше вы могли, кстати, надолго застревать,
в ситуациях, то сейчас вы как бы с удовольствием наслаждаетесь жизнью. Вы понимаете, что жизнь, вот сейчас лето, сейчас весна, зима, жизнь меняется, какие-то события, да, то есть вот колесо жизни крутится, боже, я хочу быть частью этой жизни, вы хотите радоваться жизни, вы не хотите больше тратить свои силы на людей, которые не радуются жизни, понимаете? Поэтому вы хотите говорить на кухне с тем человеком, который тоже радуется жизни, понимаете? Король мечей выходит напоследок, да. Но здесь это, кстати, вот карта напоследок она выходит. Она выходит именно вот советом. Она выходит вам советом о том, что вам, знаете, вот как будто бы мне идет такое, знаете, вот как с плеча нужно мечом разрубить хладнокровно все, что было. Знаете, вот как отсечь хвост. Вот это должны сделать вы. Вот этот разговор наш с вами для того, чтобы отсечь. Колесо судьбы поворачивается, понимаете? То есть вам в вашей жизни, в вашу жизнь идет мужчина, потому что вы стали уже королева жезлов, да? В вашу жизнь же идет там король жезлов, мужчина основательный, понимаете, конкретный, человек конкретный. Он знает, что он хочет конкретно. Он вам предлагает вещи конкретные, а не какие-то там сказочки, понимаете, воздушные замки нет. Так вот, вот этот конкретный человек, чтобы появился в вашей жизни, нам сегодня показывает расклад, что вам нужно как будто бы отсечь вот этот старый хвост. Понимаете? Даже не думать об этом, не вспоминать и понять, что это было просто, ну, вот это была детская инфантильная история какая-то, я на ней научилась жизни, понимаете? Я на ней научилась жизни. И благодаря этому колесо моей жизни повернулось, понимаете? И вот в золотое, понимаете, в золотую эру входит, понимаете? Кстати, у нас на прошлом раскладе, помните? Я оставлю здесь ссылочку, если вы не видели расклад был. Там тоже у нас был лебедь на новой колоде, которую я купила. Там тоже вот desires, да, ваши желания. То есть вы хотите верности, основательности, вы хотите, чтобы быть человек, который был настолько же стабильным, настолько же конкретным, каким стали вы, пройдя все эти испытания, понимаете? Ну да, интересно. Все, понимаете, вот королева мечей выходит напоследок, потому что я вот тут говорила, понимаете, потому что снова выходила пятерка кубков, да, которая говорит о том, что, конечно, очень большой осадочек остался, да. Но я же говорю, что вот этот осадочек вы должны, понимаете, вот и она здесь королева мечей. Ну, она, видите, она какая мужественная, серьезная. Вы даже немножко хладнокровно, даже, кстати, немножечко жестко, жестоко даже немножечко должны отсечь. Даже это может быть касаться каких-то людей, кстати. Может быть, вы немножко тарелируете каких-то людей, которые давно уже они как бы недостойны того, чтобы находиться в вашем пространстве. Понимаете? Поэтому вперед и только вперед, понимаете? Флаги вверх, паруса расправили и вперед. Такой сегодня расклад. Так вот поворачивается ваше колесо жизни. Поэтому, похоже, это был разговор не за чашечкой чая, это был разговор за бокальчиком чего-то. Такой он был горячий, эмоциональный и непростой. Непростой. Вот, дорогие мои, с вами была Ева. Я рада вас приветствовать, как всегда, на этом канале, читать ваши комментарии. Читаю каждый комментарий, отвечаю по возможности на те, которые успеваю ответить физически, но читаю каждый. Если вы увидели лайк от меня, сердечко, это означает, что я прочитала, прочувствовала и вот соединила с вами, благодарила вас за то, что вы были здесь, за то, что вам это откликается. Я желаю вам, пусть это колесо жизни повернется в тот самый золотой момент, уже которого вы так ждете. Вот. Ну, мы с вами увидимся снова на канале. Вы можете отблагодарить меня через кнопочку Thanks, вы можете стать спонсором канала, вы можете прийти ко мне на консультацию, пишите в Телеграм. В общем, до связи, пока. С вами была Ева из солнечной Варшавы.